Всем привет, меня зовут Кузупов Илья, сборная Тайбы. В этом году Поморскому фестивалю 30 лет, большая значимая дата. К сожалению, границы закрыты, и мы не можем к вам приехать снова. Поэтому мы решили сделать серию репортажей и рассказать, как мы живем, показать наш мир, показать те крепкие дружеские, культурные, торговые и всякие другие связи, которые существуют между Архангельской областью и провинцией Финмарк и Северной Норвегией. Сейчас мы в городе Северодвинске на острове Ягры. Этот остров знаменит тем, что когда-то сюда в 16 веке, в 1556 году, по-моему, прибыл корабль Эдуард Бонавентура под английским флагом, и им командовал капитан Ричард Ченслер. Этот бравый парень искал путь в Индию, но нашел путь в Россию. Таким образом, здесь появился первый морской порт. Сначала Новохолмогоры, потом он стал называться городом Архангельском. А это место, остров Ягры и Никольский рукав Северной Двины, знаменито тем, что здесь есть Николо-Карельский монастырь, и именно туда пристал, мне кажется, корабль Эдуард Бонавентура, и так завязались дипломатические отношения между английским королевством и царством московским, царством Иоанна Грозного. Выходцы из Скандинавии узнали о российском царстве и вообще об этой местности гораздо раньше, чем англичане. Это было раннее Средневековье, эпоха викингов. Но настоящая дружба и сотрудничество началось в конце XVIII века между как раз Северной Норвегией и Архангельской губернией. И, в принципе, в то время, пока Петр I не построил город Санкт-Петербург, Архангельск выполнял роль главного морского, единственного морского порта России. Начало действительно крепких торговых отношений между Северной Норвегией и Архангельской областью приходится на конец XVIII века. Вся эта история начинает развиваться, и в XIX веке, в начале XX века приходит к своему пику. К этому моменту город Варди, который располагается на маленьком арктическом острове, похожий, в принципе, на остров Ягры по размерам, становится действительно поморской столицей. В обиходе Вардию в качестве валюты используется российский рубль, и русские поморы и норвежские рыбаки изобретают некий такой субязык, моя-потвоя или русский норск, некий специальный язык, упрощенный, который помогал понимать поморам норвегов, а норвегов поморам. Немножко про остров Ягры. По одной из легенд, Ягры — это розовый остров. Почему? Потому что когда-то он был полностью, и большая часть была покрыта болотами и кустарниками шиповников. Шиповник, когда цветет, он дает огромные такие розовые красивые цветки, и действительно, я верю в это. Ягры в определенное время мог быть розовым островом. Ягры — это, наверное, самое классное, самое приятное место в нашем современном сером и блочном городе. Это огромный песчаный пляж, это классное Белое море, это сосновый бор. Как вы видите, здесь процветают пляжные виды спорта, здесь люди катаются на кайтсерфинге, на виндсерфинге. Огромное количество рыбаков, что также роднит нас с Северной Норвегией. Вот как только солнце сядет, выйдет на море для того, чтобы начать ловить рыбу. И зимой, когда море замерзает, здесь просто десятки, сотни и, наверное, тысячи рыбаков со всей области приезжают, чтобы половить на вагу. Это, в принципе, страсть к рыболовству, мне кажется, также роднит нас с Северной Норвегией. Еще один факт, который роднит Вардию и Ягры, это, наверное, климатические условия. Вардия — это действительно арктические территории. Северодвинск находится гораздо южнее, но, тем не менее, зимой у нас суровее, и я бы мог сказать, что это тоже Арктика, тоже настоящая суровая Арктика, где полгода день, полгода ночь. У нас не полярный день, белые ночи только-только начались, и вот что мне нравится в Вардии, что нравится здесь конкретно, и не только мне, а, наверное, всем, кто приезжает на остров Ягры, на этот пляж, это бесконечно красивые, классные закаты. Я как раз сижу напротив Белого моря, и буквально через час-два здесь будет просто безумие красок, солнце сядет за горизонт, все станет красным, фиолетовым, и все это будет напоминать полотно какого-то художника-импрессиониста как минимум. Поэтому закаты — это наше все. Вардию и Северодвинск, Архангельск — это место, где летом просто офигительные закаты.
Одна из достопримечательностей острова Вардио – это его птицы. Это птичьи базары, это арктические и не только арктические различные птицы, которых снимают, фотографируют бёрдвотчеры, люди, которые любят наблюдать за птицами. А между Архангельском и Северодвинском всего 40 километров. И в дельте Северной Двины, Ягры – это остров, который находится в дельте Северной Двины, находится огромное количество различных островов. И здесь также гнездятся и прилетают на период размножения огромное количество, тысячи, десятки тысяч различных птиц со всего, да я могу сказать, со всего мира. Поэтому бёрдвотчерам будет интересно не только в Варде, но и на Яграх, и в окрестностях нашего острова. Сымай! Я записываю. Пару слов о сборной Тайболе. Это команда художников и строителей. Мы занимаемся монументальным искусством, и в Вардио мы уже, по-моему, 5 лет, с 2016 года. Вы нас должны помнить по огромной скульптуре Дракар Левиафан. Кроме этого, мы привозим большое количество различных артистов, оригинального жанра, мастеров народного творчества и там, танцоров, музыкантов. У нас приезжает всегда большая, классная команда. В этом году границы, к сожалению, закрыты, но знаете, друзья, мы обязательно к вам вернемся и с новыми проектами. Мы обязательно запустим Тайбола Хаус, и очень надеюсь, что в следующем сезоне наш онлайн-фестиваль превратится в офлайн-фестиваль, Поморский фестиваль 31, и мы снова с вами.